Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз. Конец июля, август. Развилка. Момент перехода между прошлым и будущим. Давайте узнаем, что же случится или произойдет до конца июля и где-то с заходом на август. Но от себя хочу добавить, астрологически не предвещают как бы нам транзиты быстрого развития событий. Они будут, безусловно. Но я так вижу, что это скорее вторая половина августа, ну или ближе как минимум к середине, а то и к концу. Поэтому вот этот период для перезагрузки, для отдыха, для занятия своим хобби, приведения, кстати, некоторых вопросов по части жилища в порядок или самих себя в порядок, заниматься тем, что нам нравится. Вот этот спокойный такой относительно, ну дальше будем видеть, конечно, но, как я могу предположить, идеальное время для вот именно восстановления собственных сил и заняться тем, что нам на самом деле интересно. То, что мы откладывали, как всегда, на потом, потом. Вот будем надеяться, что это потом наступило. Хотя, с учетом новолуния в знаке зодиака Лев, здесь могут быть такие амбициозные проекты, вопросы. Вы на что-то можете решиться, изучать что-то новое или как готовиться, да, осваивать что-то, учиться онлайн, к примеру, или начнете строить карьеру, может быть, надумаетесь. Это вот у вас может быть такое переключение, даже если прежде вы не собирались этим заниматься. И я могу предположить также, что люди из прошлого могут в нашу жизнь вернуться. И это не означает, что это те персоны, которых мы хотим видеть. Тут вот разные причины могут быть, а также эмоционально не всем людям будет этот период пройти легко и просто. Поэтому мы можем столкнуться с такими яркими эмоциями со стороны других персонажей, то, что мы называем токсичными людьми. К этому нужно быть готовым. Поэтому, ну, наверное, вот как в поговорке: собака лает, караван идет. Поэтому вот такие энергии. Ну, пусть это будет приятное время для отдыха, именно для путешествий, для восстановления сил. И мы зададим наши первые вопросы. Первый: что происходит в вашей жизни сейчас? Может быть, что накипело? А второй вопрос: чего вы не видите? Но второй мы не можем задать, пока мы не раскроем какую-то палитру того, что происходит сейчас. Так что ж там у вас происходит? А ничего не происходит. Четверка мечей. Ну, может быть, это и отдых, кстати, какая-то пауза. Летние месяцы все же многие берут отпуска и или, может быть, ничего не делаю, отдыхаю, вот и все. Читаю, да, слушаю любимую музыку, или какие-то бытовые вопросы решаю. Но по этой карте мы приводим и мысли в порядок, и где-то и тело в порядок. Может быть, у кого-то перезагрузка, вопросы имиджа, такое тоже могу допустить. Позволяем скорее закончиться тому, что должно завершиться. Вы можете чувствовать, вы люди очень интуитивные, ведь всегда по 13-му аркану вот тут перерождение, возрождение, но это и то, что уже само по себе не может быть продолжено. Это какой-то неизбежный итог. Отчасти это может быть то, что и вы будете где-то завершать, а может быть, вы ничего не делаете, вы просто именно наблюдаете. И пусть это проигрывается у кого-то в сфере работы, вы понимаете, что, ну да, тут вот есть какая-то составляющая в той или иной сфере жизни, на которую я уже не влияю. Или вы можете сказать, что я уже сделал все, что мог. Вот я спросила, что накипело. Тут, правда, может быть и такая ситуация, когда вам действительно что-то надоело, и вы словно отпускаете. Отпускаете, и оно вас больше не мучает. Тут какие-то и разочарования могут закончиться. Тут могут закончиться пустые ожидания, пустые надежды. И это вот, как в этой карте, посмотрите, путеводная звезда нам уже показывает. Мы уже видим будущее. Мы не хотим оглядываться назад. Вот своего рода такой период возрождения. Вот интересно, так с чем это связано? Что же происходит в вашей жизни? Вот интересно, да? Смотрите как. Пауза. Словно жизнь остановилась. Вот, по четверке мечей мы можем такое ощущать. Или вы сами что-то ставите на паузу, и вы чувствуете в этом необходимость. Но по 13-му аркану это как Плутон, ваша планета-управитель. Нет смысла что-то продолжать. И это уже, знаете, то состояние, когда и отболела, и отгорела, и уже не беспокоит, и неинтересно, и думать даже не хочется об этом.
И где-то ведь по 13-му аркану в сочетании с четверкой мечей это и есть такой неспешный период жизни, когда мы себя точно не подгоняем. Опять же, сделали все, что могли. И рядом тут же карта скорости, быстроты. И ведь это тоже, если 13-й аркан, мы говорим трансформация. Восьмерка жезлов – это тоже трансформация. Иногда это неожиданные новости. И если мы говорим, это скорость, какие-то дела, проекты или, ну, как возможности, такое тоже есть, когда мы не должны что-то отложить на потом. Поэтому, несмотря на паузу, или когда вы за одним каким-то процессом можете наблюдать, что-то завершать, а тут буквально что-то врывается в вашу жизнь как возможность. И это может быть как начало чего-то совершенно нового. Опять же, была пауза, а теперь она завершается. И может быть даже смена вот этого жизненного темпа из спокойствия в какой-то драйв жизненный. Вот такое тоже могу предположить. Но по восьмерке жезлов, да, мы и не откладываем на потом, но, значит, и не упускаем какую-то возможность. Но чаще это то, что нам нравится. Это как свежее дыхание, это как новая какая-то возможность. Пусть для кого-то из вас это начинается... Вы даже в средствах массовой информации что-то слышите, поскольку вы мудрые и интуитивные люди, вы можете додумать, переложить вот на свои занятия или то, что вы хотите осуществить. И есть какой-то такой полезный момент, когда вы понимаете, что вот именно теперь нельзя терять ни минуты. И правда, это выигрышная будет для вас тогда позиция, потому что жизнь набирает темп. Вы набираете темп. Вы пользуетесь совершенно новыми энергиями. И какая-то пауза. Или, может быть, какое-то саморазрушение, апатия, мои дорогие, эмоциональное выгорание. Вот это вот все заканчивается. Может быть, длительная какая-то остановка. Вот это все подходит к финалу. А на пороге уже совершенно другие энергии. Ладно, а чего вы не видите? Ну, может быть, пока. Тут ведь у каждого свои сроки, правда? Двойка жезлов – это когда ничего не происходит. Как взгляд вот из комнаты в окно. Мы наблюдаем просто, что же там вот вокруг происходит нас. Но ничего не меняется. Вы не видите, может быть, вы видите только в каком-то своем формате, объеме, там, где вы находитесь. Но внешних каких-то возможностей, граней, событий вы можете быть так вот отстранены немножко. С одной стороны, это карта уверенности, но относительной, по крайней мере, два жезла, все понятно, первый, второй. Вот хожу от одного к другому, может быть и так. Может быть, вы что-то и хотели, кстати, сохранять. А тут вы тоже можете что-то передумать. Ну, давайте узнаем, что вы еще не видите. К примеру, вы можете прийти к выводу, что слишком часто я на что-то откликаюсь, или кому-то полезен, или полезно, или удобно, может быть и так. А вот теперь по семерке жезлов это мы свое пространство сохраняем, нашу среду обитания. Есть какие-то темы, которые важны лично для вас, а в это время, тем не менее, нас пытаются, может быть и по привычке, достать вот этими 7 жезлами. Но девушка наша не реагирует. И мы тут как и готовы, с одной стороны, защищаться, да. Но ведь, по сути дела, эта карта не говорит о защите, какой-то такой активной. Нет, тут мы, наоборот, отступаем в тень, чтобы нас словно не видели, одеваем такую своеобразную шапку-невидимку. Ну и там как будто ругаетесь, выясняете отношения, или что вы там хотите, ставьте перед собой задачи и сами же их и выполняйте. Не дергайте меня, вот какое-то такое состояние, и это вот чего вы не видите. Может быть, и хочется отойти от дел, но все же есть какие-то... Вы мудрые люди, я говорила, вы правда можете чувствовать, что мне сейчас включаться-то даже не нужно, потому что опять втянут либо в какую-то ерунду, или я приложу в каком-то направлении много усилий, а в последующем бонусы получит кто-то другой. Вот по семерке жезлов вот мы внутренний дзен сохраняем. И это где-то и медитация, это где-то и отдых, при том, при всем, что мы все же контролируем, мы понимаем, что происходит вокруг вас. Не включение в какую-то тему. Чего вы не видите? Вот интересно. Вы знаете, тем не менее, вот, наверное, вот весь этот триплет с учетом восьмерки жезлов, как-то нужно быть повнимательнее.
вы можете действительно устать от людей, от какой-то многозадачности или от того, что вы кому-то помогали, оказывали содействие, участие. Вот все достало, вот так и хочется сказать. Ну, семерка чаш – это ведь карта иллюзорного успеха. Просто даже ради вашего собственного успеха вам нужно контролировать. И почему восьмерка жезлов нам выпала, предыдущий тримплет, и это ведь неожиданность. Неожиданная новость, неожиданная возможность. То есть это то, откуда мы не ждали. А тем не менее, это то, чему нужно уделить внимание. Не всему подряд, не всем подряд, не тому, вот все то, что я говорила, удобно, знакомо. А тут что-то может быть совершенно новое. Может быть, для кого-то из вас важно отслеживать ситуацию, та, которая вот в обстоятельствах вокруг вас. Потому что сказать, что вот расслабиться полностью, я тоже не могу. Иначе мы чего-то упустим. Мы как начнем как будто, да, отходить в тень. Но мы там где-то тоже можем подзастрять. Я просто вижу в этом опасность. И тогда какие-то ненужные мысли, иллюзорные, могут посетить. По факту что-то будет лежать на поверхности. Вот я хочу сказать, от вас не должно что-то ускользнуть. Либо в виде возможности, либо, может быть, и важной информации. Когда нужно, да, даже отдыхая, может быть, оставить этот отдых и быстро включиться. Но это будет то, что вы можете просчитать. Это не на авось, это не вот в иллюзиях где-то, а в конкретике, мои дорогие. Ладно, пойдем вперед, и мы спросим, что же в доме? Вопросы семьи, вопросы, может быть, непосредственно жилища или среды обитания, да? Что в доме? Какие тут у вас планы, проекты? Ну, тут у вас вообще все хорошо, правда, для отдыха, для тех, кто в паре. Тут и любовь. Тут, кстати, и материальное благополучие. Десятка кубков – это по максимуму. И взаимопонимание, все хорошо. Ну, это могут быть и контакты с вашими детьми, даже взрослыми детьми. Может быть, совместные проекты, единение души, что ты тут скажешь. И уже какая-то основа, база, в том числе материальная. Или вопросы дома. Вы можете совместно со своими домочадцами улучшать что-то или делать жилье более комфортным, задуматься о ремонте, задуматься о переезде вы также можете улучшить именно с целью. Но, видимо, постепенно все-таки драйва вам тоже хочется. Или дома происходят какие-то моменты, которые вас включают в те или иные вопросы, ведь по рыцарю жезлов это неожиданности. И очень символично восьмерки жезлов. Это, опять же, может быть и информация, когда даже какой-то документ нужно составить не завтра, а прямо сейчас. И мы рутину откладываем, а включаемся в тот вопрос, который прямо сейчас. Мы можем тут совершать какие-то маневры, и тем самым мы не упускаем возможности время. И, видимо, даже если вот все вот так вот как-то так спокойно, но все-таки присутствует, может быть, как в пространстве, какая-то тема или в вашей жизни. Может быть, она будет связана, кстати, с приездом конкретного человека, получением информации, важного документа, у кого что, когда, ну, нужно куй железо, пока горячо. И это каким-то образом будет касаться либо ваших домочадцев, либо конкретно дома, семьи, места вашего проживания, обитания. И с рыцарем мечей это может быть действительно какой-то визитер, совершенно неожиданный. Или, мои дорогие скорпионы, это вам нужно куда-то отправиться. Ведь со знаком плюс эта карта проигрывается, когда мы хотим сделать что-то правильно, по закону или по регламенту. Есть правда истина, мы ее ищем, и мы ее находим по этой карте. Но это могут быть и люди, которые, ну, вот так без спроса врываются в нашу жизнь. Бывает еще и такое значение бунтарь без причины. Вы можете столкнуться просто с проявлением, ну, может быть, соседа даже, да, и что-то там он говорит. Ну, я, к примеру, самую банальную бытовую ситуацию. Или там что-то ему показалось, или еще какая-то там история, и вы понимаете, нет. Раз я столкнулся с таким токсичным персонажем или бунтарем без причины, дай-ка я себя обезопашу. И вот обезопасить себя по этой карте это будет очень правильно. Но точно так же правильно не в какие-то прения не вступать, никому ничего не доказывать. Ладно, пусть человек думает, мы ему оставляем, но сами мы какую-то подушку безопасности, тем не менее, выстраиваем.
Ну вот, видимо, все хорошо, но, по сути дела, мы должны себя защитить. Или вы сами куда-то быстро поедете, потому что вот все то, что я говорила по этой карте. И, может быть, этот вопрос не одного дня решения, а просто это будет много переездов, перемещений, может быть, и по чиновникам, по инстанциям. Опять же, куй железо, пока горячо. Именно теперь есть возможность, как, знаете, ухватить какой-то момент, возможность саму по себе, как шанс. И одновременно, может быть, юридически что-то оформить. И завершить красиво, кстати. Ладно, следующая карта – это что у вас на сердце, что в личной жизни – или это любовь, где-то личная жизнь. Но по пятерке чаш это карта разочарования. Эта карта также может говорить и об апатии, о завершении окончательном какой-то прежней истории, которая принесла вам очень много негативных эмоций. Есть определенно какое-то сожаление. Но нам предлагают не утрамбовывать в самом себе эти эмоции, а позволить как выплакать горе. Вот чтобы выход был у этих минусовых эмоций, и жизнь наша, как волна морская, приливы и отливы. Вот как эта девушка, да, она, обратите внимание, совершенно спокойно. Видимо, надоело ей уже о чем-то горевать. Лениво так протягивает ножку и словно выливает вот эти все негативные эмоции в омут. И буквально через несколько мгновений эти минусовые эмоции, все наши разочарования, они скроются вот в этом омуте навсегда. Вот это что-то такое, ну, не оборачиваться назад, это точно. Это я вам говорила, что, возможно, и есть разочарование, но не имеет это большого значения, точно. Вот все то, что мною было сказано до того, что-то подобное нам демонстрируют вот эти карты. Мы говорили, да, и окончание чего-то, и тут и пауза, может быть, предшествовала, и потом, тем не менее, восьмерка жезлов, карта скорости, когда мы набираем темп. Дважды, может быть, у кого-то изменения по части любви, любовных каких-то тем, вопросов личной жизни, у кого-то переезд с семьей, встреча с человеком на расстоянии. Или что-то вы резко тут запланируете. Вам захочется драйва, мои дорогие. Ну, видимо, отдохнул Скорпион и сказал, ну все, баста. Так как-то мне уже я заскучал в уголке, вот такое я могу допустить. И аркан колесница. Опять же, карта скорости, все то, что мы говорили по восьмерке жезлов, но это только усиливается, потому что это старший аркан. Тут обстоятельства какие-то вам могут помогать. Ведь, по сути, это карта успеха. Это тот успех, который не буквально завтра. То есть какой-то путь, траекторию мы должны пройти. Но карта говорит, не оглядывайся назад. Поэтому, если был период паузы, он у вас точно заканчивается. И по части личной жизни тут тоже что-то подобное. Тут самое главное, понимаете, мы ведь сами можем где-то себя ограничивать. Посмотрите, две карты ограничений. И восьмерка мечей – это карта искаженного восприятия. Поэтому, вот смотрите, как иллюзорного успеха карта семерка чаш. Да, с одной стороны, это наши мечты. Может и приятно так уединиться, помечтать. Но реальность-то она от этого не меняется. И восьмерка мечей – искаженного восприятия. Когда мы устраиваем ненужную философию по тем вопросам, которые вообще либо они уже завершились ситуационно, либо это не имеет никакого значения. И в первом, и во втором случае мы можем подзастрять, именно эмоционально. А по факту нам карта говорит о скорости. Видимо, делаете вы, мои дорогие, выбор. Какие-то вот эти эмоции со знаком минус. Борьба какая-то с апатией, депрессией. И само пространство, Вселенная вас, может быть, и выталкивает, ну, если можно так сказать, из какого-то либо прежнего образа жизни. Или, может быть, даже из каких-то прежних планов. Все-таки 13-й аркан – перезагрузка от начала до конца. И это не та медленная перезагрузка. Нет, все-таки у вас, посмотрите, одна, вторая, третья и еще и четвертая карта скорости, что как-то быстро вас что-то переключит в новый формат жизни, в том числе и по личной жизни. Но мы можем сидеть и горевать о какой-то несостоявшейся любви, взаимоотношениях годами. Но как только вы решаете поставить в чем-то точку, становитесь более чем реалистами, что-то не додумываете, понимаете? И словно высшие силы сразу включаются в какой-то процесс. Ну, может быть, ваш Плутон
уже ждет, когда ж там Скорпион подведет все итоги. Тебе отсюда только вперед, не оборачивайся назад. Хочется от себя добавить, кому суждено, мои дорогие Скорпионы, те вас догонят. Сейчас именно вы сами для себя очень важны. Ну а если у вас все хорошо, то я вполне вероятно могу допустить или даже спонтанная какая-то поездка. Может быть, одна поездка отложилась, да, все же у нас первая карта десятка чаш. И для тех, кто в паре, человек семейный, может быть, сидели ни о чем не думали подобно, потом, а давай-ка мы так вот спонтанно куда-то с тобой поедем. Собрались и поехали. Вообще волшебно. Это работает на 1000%. Потому что очень часто мы что-то планируем, просчитываем, а бывают такие моменты. Это волшебно. Открыл багажник, закинул туда все вещи, даже без чемоданов. И, может быть, на ночь именно даже куда-то поехали вдвоем, в паре, с любимым человеком или просто с тем человеком, с кем вам хочется быть. И это тоже, вот как эта колесница, что-то подобное внезапное у вас может проиграться. И это как возрождение. Казалось бы, мелкий такой пункт, но спонтанная поездка без точного маршрута для вас открывает новые возможности и перспективы. Здорово! Откровенно говоря, ох, люблю я такой драйв, чего и вам искренне желаю. Итак, дальше смотрим. Что в дороге? Вот как раз очень символично. Что ж там у вас в дороге? Это поездки, перемещения, ну, может быть, у кого-то более глобально и далеко. Это то, что вы планируете, так что у вас? О, у вас, ну, наверное, тут все то, что я сказала. Правда, вас дороги как будто излечивают от разочарования, от какого-то, ну, как знаете, бесконечного дождя или ожиданий каких-то, ну, абсолютно бесцельных или неоправданных, может быть и так. Карта Солнца, карта эго. И кроме того, ведь это карта еще и выбора правильного направления. Может быть, как раз вы, когда впускаете в свою жизнь свежее дыхание. Тут у вас и сразу и перспективы, сразу и активность. И самое главное, мы видим эти возможности. По аркану Солнца это еще и выбор правильного направления. Причем, знаете, у вас момент перехода к будущему. Причем то, что вы выберете, вы будете этим заниматься месяцев 6-8. У вас может быть не просто перезагрузка, а, как знаете, переход между какой-то паузой или бесконечным дождем. Наоборот, в жизненную активность. Что это может означать, тем не менее? Тут ведь у нас все удается, пусть не одним, так другим образом. Вот посмотрите, по двойке мечей ведь это какой-то как стоп, да, или какая-то путаница, или тупик. Вот он должен быть закончен. И мы можем сидеть на месте и долго думать, сравнивать одно, второе, а может это, а может то. И девушка где-то уже разными способами пыталась сделать какой-то выбор. Видимо, в итоге она сама себе решила завязать глаза и больше, чтобы ее ничто не отвлекало. А по факту ведь мы уже с вами говорили, нужно подмечать все то, что происходит вокруг. И в этой колоде карт это вороны, это символ мудрости. И вот вороны, так вот мы смотрим на карту, и мы не поймем, кажется, путают волосы девушки, а вороны, тем не менее, пытаются повязку с глаз снять. Поэтому снимите ее сами. Потому что если кто-то вам будет помогать, тут, вот, понимаете, не нужна ничья помощь. Вы тут главную скрипку играете. Вы как прима, мои дорогие. И с реальностью все-таки надо дружить, потому что нам не раз уже сказали, будут какие-то моменты, которым нужно и уделить внимание, может быть, и быстро переключиться на что-то. Но и эта же жизнь для вас пытается играть разными красками. Где же мы тут увидим солнце, если глаза завязаны? Тут мы, вот, посмотрите, как по 8 мечей. Что в дороге? В дороге какие-то новые свежие идеи могут родиться. У кого-то может быть и дорога буквально в решении материальных вопросов. Все-таки девятка чаш – это карта самодостаточного человека. А я должна сказать, даже какая-то спонтанная, говорила, маршрут, поездка, она для вас, ну, как знаете, это совершенно другое качество вдохновения. Это не просто внутренняя перезагрузка, а когда вы сами себя спросите, а чего это я вот долгое время сидела, ждала? Или ждал, например, да? Вот посмотрите, Солнце и
Материальное где-то счастье, не без этого, хоть у нас и девятка чаш. Но я могу сказать, если на бытовом уровне, то поездки какие-то могут быть в плане финансов более чем подъемные или какие-то перспективные. А кто знает, может быть, какая-то идея о новом проекте зародится в вас, потому что вы более ресурсные, отдохнувшие, мои дорогие скорпионы. Поэтому, ну, не время тут ковыряться в самом себе, устраивать какую-то философию, нам об этом говорили. Ну и не время, понятно, надеяться на того, кто не придет, или то, что нам нужно ждать еще какой-то период времени. Нет, тут мы сами капитаны и штурманы. Вот вы, мои дорогие скорпионы. Ладно, так что же будет? Что на пороге? Что случится? Что произойдет? Возможно, это где-то август. Но тут у каждого по-своему. Или к чему все идет? Давайте узнаем. Ну, нечего мне добавить. Я всегда говорю, карта мага – это карта скорпиона. Маги-волшебники. И знаете, когда эта карта выпадает, и одновременно у нас совпадают вот эти карты никакие, как восьмерка мечей, да, вот это двойка мечей или семерка, пусть даже чаш. Вы, знаете, должны чего остерегаться. Ваша мысль, она имеет продолжение. Поэтому если вы сегодня, ну, где-то позволяете себе вот эту философию, ненужную абсолютно, то вы себе наколдуете. Мысль материальна. То, что мы думали вчера, мы получаем сегодня, ну и так далее. Завтра получим то, что сегодня думали. И каким-то образом мысли, отправленные в пространство, они вам будут откликаться. Поэтому мыслить позитивно. И это не должно быть одновременно связано с иллюзиями. Мы уже в течение нашего расклада об этом говорили не раз, потому что у вас волшебные возможности. Девятка чаш, десятка тоже чаш. Карта солнца, ну пусть трансформация, но тоже восьмерка жезлов, когда ну буквально скорости. Карта успеха, карта мага, у вас много старших арканов. Тут на что-то себе нужно переключить. Понятно? Это что будет? И карта, конечно, говорит о том, все зависит от тебя. Но для тебя нет ничего невозможного. Ты сам маг и волшебник. Так что же тут будет? Тут может быть интересное знакомство, еще один старший аркан. С таким человеком, который в каких-то очень своеобразных энергиях. И вас этот человек может словно зацепить. Может быть, это уже у вас есть такой партнер. Тогда какое-то интересное развитие отношений. Я могу предположить, у кого-то и тайные отношения, но, может быть, где-то вы испытываете определенный интерес к человеку, но пока еще не решаетесь проявиться, а хотите изучить. Может быть, это и вам где-то карта дает совет, не будь открытой книгой, ведь по Верховной Жрице это карта независимого человека, собственно, как и маг. И эта независимость не через доказательства, а вот как раз вот этот где-то дзен, не включение в те вопросы, которые нам не нужны. Или умение отойти в тень или надеть эту шапку-невидимку, чтобы нас куда-то там не призвали, чтобы нас куда-то не втянули. Нам как будто туда не надо. Но все же я вижу, что для кого-то из вас это может быть такое и интересное знакомство или нынешние такие отношения. Что будет? Тут какие-то волшебные чувства с учетом всех карт. Маг, Верховная Жрица, Луна, таинственность. Может быть и какие-то, знаете, совершенно другие грани чувственности. Здесь отношения, которые, ну вот если есть на небесах, да, мы говорим благословленные, вот какое-то такое может быть взаимодействие с тем человеком, который вам не просто интересен, а еще и близок душой. И если мы говорим маг и верховная жрица, да, ну так условно будем говорить, как бы пара, по аркану Луна как раз и проигрывается со знаком плюс взаимодействие, когда друг друга люди понимают без слов. Это ведь тоже со знаком плюс карта эмпатии, чувственности и чувств, доверия. Конечно, какая-то карта так, если мы смотрим, что будет, она говорит: Скорпион, береги себя. Это на внешние обстоятельства. Твоя задача сейчас быть немножко самому по себе. И это не имеется в виду отношения. Это именно обстоятельства. Толпа, например.
Если вы случайно оказываетесь в толпе, значит, вам в другую сторону. И если вы случайно, даже пусть в коллективе, на работе, когда так тоже бывает, да, есть какие-то коалиции за руководителя, ну, я, к примеру, самый банальный пример, или против. Вот вам и не к этому лагерю, и не к тому. Вам как истина, где-то рядом, мои дорогие. Правда, вот многие карты ведь уже об этом говорят. Потому что есть что-то очень важное, когда вы сами важны. Ну, видимо, будут такие риски в этот период, когда вас кто-то будет пытаться к чему-то приобщить. Ну, наверное, с этого мы практически начали. И вот увидеть же это нужно, понимаете, и не включиться в какой-то вопрос. Но ваша личная история, она какая-то может быть волшебная, а для кого-то новое знакомство. Карту совет. О. И еще один старший аркан. Да какой! Да, вопросы страсти, я об этом говорила. Вопросы любви. Может быть и в паре. И даже в несколько подувядших отношениях. Что-то подобное тоже может быть. Или вот этот спонтанный маршрут. Когда мы друг друга в поездке узнаем, как заново, открываем заново. Может быть, тоже, знаете, даже с течением времени мы неизбежно превращаемся в мужа и жену, в маму, папу, может, бабушку, дедушку, у кого что. И забываем, что когда-то начиналось с какого-то волшебного момента. Так вот, по 15-му аркану вообще всех вот эти карты, вот что-то такое невероятное может у вас произойти. Но все-таки эта карта совет, и нам говорят, держи все под контролем, чтобы не попасть в какую-то зависимость, чтобы самому не стать вот, да, марионеткой. Ведь всегда по 15-му аркану первое, не делай ничего чересчур. Вот как у китайцев, у них философия всегда чересчур не помогает. И это проигрывается по 15-му аркану в том плане, что если мы чем-то воодушевлены, это здорово, это нам помогает. А если мы, ну, становимся уже одержимыми или кем-то, или чем-то, тогда мы утрачиваем контакт с реальностью, и мы тоже об этом с вами говорили. Поэтому тут у каждого по-своему. Но для кого-то иногда эта карта будет говорить, к примеру, мои дорогие скорпионы, вы проделали какую-то работу, и вы ждете гонорар, а он именно за вашу проделанную работу, а он где-то задерживается, вот, то есть деньги какие-то задерживаются, причем они вами заработанные. Тогда вы их получаете, ведь это еще и карта материализма. Материализма и страсти. Да, есть еще и всякие разные вредные привычки, причем самые разные. Ну, вот такой какой-то интересный период. И главное, начинается с 4 мечей. Вроде ничего не происходит. Что-то, тем не менее, завершается. Что должно быть завершено. И дальше, да, дальше все самое интересное. Буду благодарна вашим комментариям. Перекладывайте на себя. Спасибо, что смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.